Алексеевич, я вот когда слышу слово Колизей, мне вспоминаются бои гладиаторов, какие-то уничтожения, там кровь, драки. Что такое Колизей для животных? Что Ну, в этом-то и историческая ценность, и мой, может быть, бизнес и менеджерский ход, да, в том, что все, что было в древнем Колизее, в древнеримском Колизее, вот, в той или иной форме, но будет вот в новом Колизее. Если мы откроем проект Колизея, то здесь действительно можно увидеть для масштаба, скажем, сейчас покажу вам, вы видите лев в полную величину, человек, высота, это имеется в виду вот этот бортик трехметровый, вот. И такое чудо, вот как этот Колизей, может быть только действительно около парка Львов Тайган. Вот. Сегодня этот единственный проект из 5 моих проектов, которые были одобрены при Украине, имеет право на реализацию в Российской Федерации. Масса сложностей сегодня и с трудовыми ресурсами, и со строительными материалами, и с разрешениями, и со всем на свете. Но, тем не менее, мы движемся шаг за шагом к выполнению этого проекта. Вот, и сегодня глава республики лично участвует в том, чтобы арендная плата земли была, ну, нормальная, человеческая, а не та, которую вначале значит, заявили земельные власти. Вот. Колизей действительно за основу взят древнеримский, хотя сегодня в мире около 12 там колизеев, так или иначе действующих, и все. Но если в Древнем Риме мы имеем развалины Колизея, и это сегодня музей под открытым небе, то это действующая модель Колизея, которая предусматривает и гостиницу многоэтажную, и огромный пандус, эстакада здесь наверху с бассейнами, зонами отдыха. Вот эта величина 20 метров, можете себе представить. И вот так по эллипсу сотни метров. То есть сюда на лифте подняться, можно загорать, купаться, отдыхать, а потом спуститься в рестораны, магазины, в Эрмитажи, которые расположены под трибунами Колизея. А вечером вас пригласят на представление, которое вы не забудете никогда в своей жизни, потому что двух одинаковых представлений здесь никогда не будет. Это потому, что на каждый день, поскольку мы в Крыму, там, где очень много туристов летом, и звезды шоу-бизнеса, мировые звезды, мечтают выступить перед большой аудиторией. Больше сценической площадки, чем Колизей крымский, и с возможностью добраться, поставить автомобиль по логистике, по локации, нет в Крыму. Если вы в центре Ялты, то тот юбилейный зал, который построен там на 1500-2000 человек, и он находится на набережной Ялты, вы туда не подъедете машиной, вы будете добираться туда бог знает как. Вот, он маленький, он 70-х годов прошлого столетия, и он устарел морально и физически. Если вы выступаете в украинском театре, то это еще меньшая площадка, закрытая, и там маневра для выступления нет никакого, не говоря еще уже о количественном составе посетителей, и так далее, так далее, так далее. Поэтому театрально-зрелищная площадка подобного уровня и масштаба в Крыму очень нужна. Для того, чтобы вы... Кстати, первое представление просил открыть Колизей Филипп Бедросович Киркоров. И я бы не возражал, поскольку при всех нюансах и неоднозначности этого человека он удивительно талантливый, он удивительно эпатажный, и он умеет заводить публику. Вот. И так вот, каждое представление — это одна звезда. Но это не просто звезда, и мы приходим на концерт звезды, но это звезда в обрамлении всех особенностей Крымского Колизея. Это сперва площадка, значит, сцена Колизея, на которой идет представление, разогрев, а потом эта сцена уходит под воду, и мы видим морское шоу, куда выходят легкомоторные яхты, и эта звезда выходит уже там с кем-то на яхте, аппарели открываются, их 2 яхты, здесь морские животные, которые выпрыгивают через специальный тоннель из соседнего дельфинария. И это, конечно, очень-очень здорово. Вот мы видим здесь дельфинарий, вот, из которого есть, ну, на проекте это все очень хорошо показано и видно. Сейчас покажу, вот, например, здесь. Вот, это водный тоннель.
Здесь бортик, и животные просто выпрыгивают и плавают вместе с легкомоторными яхтами, дополняя картину, так сказать, морского представления. Но и это еще не все, это только второе представление, которое около часа, второе отделение, вернее. А в третьем отделении вода уходит, и мы снова видим сцену из водоотталкивающей доски, и на ее арену выходят львы парка Тайган. Подобные чуки, подобные марсели и прочие львы, которые сегодня вальяжно лежат в Тайгане, и почему они туда выйдут? С пожилым Олегом Зубковым или Эдгартом Запашным или любым другим дрессировщиком, это уже чудеса контакта и дрессировки. Но я вас уверяю, их никто, во-первых, не будет убивать, как многие там разочаровываются, пишут: мы думали, вы любите животных, а вы будете истязать львов и тигры, вы, в общем, бестолочь, изверг и так далее, и так далее, и так далее. Да, я бизнесмен. И если это не вредит животным, а это однозначно не вредит животным, но дополняет чувства и эмоции зрителей, то я это с удовольствием сделаю. А животные страдать не будут, если они пойдут по тоннелю, знают, что либо после этого их покормят, либо там их покормят, но они сделают то, что не будет насилием над ними. В них никто не будет метать копья, вот. Но они, возможно, будут даже, может быть, прыгать и бороться с людьми, одетыми в гладиаторах. Потому что люди, одетые в гладиаторах, это те дрессировщики, которые с ними занимались, там, допустим, на протяжении года, работали. И это игра. Потому что им интересно бороться. Есть львы, которые прыгают, борются, там, ну, как кошки все, собственно говоря. Но выглядеть это будет как борьба. Так делаются основные трюки в фильмах, собственно говоря, когда лев идет играться, а его снимают, что он идет убивать. Это уже тонкости всякие этого процесса и так далее. Но люди, которые только что видели, во-первых, звезду любимую, на концерт которой они пришли, да, а потом морское шоу самое настоящее, а потом львы. И тут на острове опять выходит откуда-то эта звезда и поет там какую-то песню про мир, про природу, я уж не знаю, про что там можно спеть и все. И вы сидите на балконе собственного номера в отеле, пьете коктейль, вот таким же гаджетом снимаете либо последней модели другой и говорите: вот, и отправляете своим друзьям по всему миру. Ну разве это не круто? Разве это не цель, к которой нужно идти, чтобы удивить тысячи, сотни тысяч, миллионы людей во всем мире? Если я, Олег Зубков, родил эту идею, и несмотря ни на что иду к воплощению с этой идеей, и это меня греет, можете меня осуждать, это ваши проблемы. Я не нуждаюсь ни в каких там поощрениях. Я так живу на этом свете, и, возможно, я не построю эту штуку, потому что сегодня идет война, потому что сегодня убили тех, кто мог строить этот Колизей, и не пускают сюда, в Крым, потому что стройматериалы подорожали с десятки раз, а также доходы упали в десятки раз. И меня, как предпринимателя и бизнесмена, они упали в десятки раз. Но мне есть что продать из прошлых заработков, мне есть чем переливать, и есть силы, которыми я могу еще это начать строить. У меня есть 2 сына, которые могут мне в этом помогать и продолжить это строительство. Древнеримский Колизей строили 2000 рабов, и многие из них умерли там. Сегодня у меня нет 2000 строителей, но сегодня есть техника, которая мне может заменить и помочь сделать тот каторжный труд, который делали когда-то рабы. Поэтому каждый из вас может по-своему рассуждать. Знаете, там дурень думкою богат, есть поговорка там. Вот, как угодно можете судить. Но если бы я был просто словоблуд, который ничего не сделал в этой жизни, то, возможно, ваши слова имели бы, там, такие мысли имели право на жизнь. Но я человек с 2 руками, 2 ногами, без связей в этом мире, без изначально каких-то больших и вообще каких-либо денег. Я смог построить Ялтинскую сказку и смог построить парк Тайган, который сегодня вдохновляют и восторгают даже сильных мира всего, таких как Греф, например, Герман Оскарович, который, пройдя по Тайгану, он говорит: вообще это казус какой-то, это невозможно. Как это можно построить одному человеку? Это говорит руководитель Сбербанка России, президент, у которого 25 тысяч отделений по всей России, который владеет колоссальными средствами и который
понимает, как что создать и построить, в том числе на Крымской земле. Я имею в виду проект «Мрия», в который он вложил душу, силы и миллиарды российских рублей. Поэтому я не видел нормальных людей, на которых бы Тайган произвел, такое аморфное, какое-то равнодушное впечатление. Особенно с учетом того, что здесь было, какими силами это строилось и в какой срок. Олег Алексеевич, вы так интересно рассказали о том, что будет происходить в Колизее. И, естественно, у людей возникнет вопрос, а когда им ждать? Вот все равно, несмотря на те трудности, которые сейчас есть, вот примерно вы как вот располагаете свои силы, возможности, какой срок до окончания проекта? Как говорит один известный человек, денег нет. Денег нет. Но вы держитесь. Поэтому сегодня цена такого объекта в современных условиях возросла во многие разы. И риски его строительства возросли во много раз за последние 9 лет, которые мы находимся в Крыму. Я не могу обещать, когда меня спрашивают, сколько эта штука стоит, как Герман Оскарович. Если посчитать, по-всякому можно посчитать, есть в конце концов локальные сметы и так далее, то это будут непосильные деньги даже для очень многих, банков нашей страны. И планировать и сказать вам какой-то срок не могу, потому что это все зависит от многих причин, начиная от того, когда закончится война, и где окажется Крым, и что будет, и все. Заканчивая трудовыми ресурсами, моим здоровьем и еще многим-многим остальным. Но я благодарен крымскому правительству и лично главе республики, что сегодня, спустя очень много лет, но мы вернулись к поддержке данного проекта и его реализации на Крымской земле. Поэтому все силы, все возможности, которые у меня есть, как только будет выделена в конечном итоге земля, будут направлены на строительство этого объекта. А когда он будет построен и кто будет первым посетителем в нем, увидим, думаю, при нашей жизни. Какая общая площадь Колизея? По проекту? Если взять экономические показатели здесь, то это площадь территории 25,5 гектаров. Площадь застройки 25 515 квадратных метров. Площадь покрытия 200 тысяч квадратных метров. Площадь озеленения 30 тысяч. Проект застройки 10%. Но это имеется в виду от этого самого всего поля. Проект есть. Поддержка сегодня моральная есть. Силы кое-какие пока еще есть. Как я понимаю, финансирование возложено только на вас. Безусловно, я не могу не просить ни у кого никаких средств, потому что бесполезно. Здесь любых денег будет мало, а зависимость будет большая. Поэтому сам потихоньку